Всем здравствуйте. Сижу я тут, в общем, думаю, соображаю и ничего не понимаю. У меня есть вот эти две орхидеи, которые я приобретала 4 октября 2021 года. То есть прошло 3,5 месяца. Ладно, все бы ничего. И вообще про пересадку и то, что с этими орхидеями было, вы можете посмотреть вот в этом видео. Вот эту орхидею я изначально купила, вот прям знаю, что у нее корневая гниль, вот прям в видео все пояснено, все рассказано и показано. Также можете там посмотреть, какая она красотка. Это миди биглип. Название его не знаю, а и в принципе за названиями я вообще никогда не гоняюсь. И купила лишь только потому, что это биглип. Мне было жалко, и продавцы не хотели уценять, я же им показывала. Смотрите, ну корней их абсолютно нет. Хотите покупайте, хотите не покупайте. Либо эта орхидея отправляется в помойку. Ладно, мне ее, конечно, стало жалко. Так как опыт именно в лечении, восстановлении, в реанимации у меня есть, я думаю, что мы с ней без проблем подружимся. В принципе, ребят, так оно и вышло. В этом видео вы можете посмотреть все этапы. Я записываю их примерно где-то раз в неделю. И как она у меня восстанавливалась. Сейчас поближе, позже ее покажу. И соображаю это я насчет чего? Вот насчет этой орхидеи. Также в один день куплены в одном магазине. Сорт у нее здесь прям так и написано. Монтана Мальдивис. Ну, может быть, я читаю как-то неправильно. Я не особо на английском языке разговариваю. Якобы это биглип, который вот так как будто бы должен цвести, но не знаю, посмотрим. Что меня единственно на данный момент смущает по поводу этой орхидеи, прошло 3,5 месяца, и у нее не нарастает вообще никаких абсолютно новых корней. Для меня, конечно, является главным источником здоровья и хорошего иммунитета у этой орхидеи это наращивание листьев и корневой системы. Ладно, вот эти два листочка она себе нарастила за 3,5 месяца, по крайней мере. Но почему-то в первую очередь я всегда жду корни. А их, ребят, здесь абсолютно нет. Давайте поближе, ребят, уже посмотрим на состояние их здоровья. Вот они, две красотки. Давайте начнем с самой тяжелой. За 3,5 месяца, я вам уже много раз ее демонстрировала, эту орхидею, она нарастила себе, ну, по крайней мере, старается наращивать вот эти два листочка. Внутри грунта сейчас я поставила ее горшок, потому что я ее содержу во влажной среде для наибыстрого наращивания корневой системы. Посмотрите, вот то, что изначально оставалось на момент пересадки. И эти корешочки, они полностью сгнили. Я, в принципе, это и ожидала. Но за то время у нее начали наращиваться прекрасно, в принципе, быстро вот эти корни. А все лишь благодаря, ребят, привикуру. Я поливала ее постоянно в полив давала привикур. Привикур – это фунгицид, который лечит грибковость, а корневая гниль – это и есть грибковость. Плюс у него идет стимулятор наращивания корневой системы. В наличии у меня есть, приобретайте такой шикарный препарат. Но насчет цветоносов, ладно, здесь ничего нет. Я, в принципе, ничего от них ожидать и не хочу даже вообще. Потому что орхидея до сих пор еще восстанавливается. До конца она не восстановилась. Видите, и тургор слабоватый, и корешочки еще не совсем сильно нарощены. Как только разрастется, тогда в добрый путь и цвети ты сколько хочешь. Все, пока насчет нее у меня никаких опасений нет. Думаю, что мы сможем и дальше продолжать в том же духе. Вот она, красавица вот эта, которая меня смущает. Прямо она меня действительно смущает при всех тех моих хороших условиях. Но не хочет она наращивать корешочки. Изначально они обе стояли на адаптационном окне месяц. Потом эту я орхидейку поставила на реанимационное окно, потому что тогда это было у меня самое теплое.
Подсветка дополнительная есть у меня, была всегда на всех окнах, обычно светодиодная. О том, какими я пользуюсь подсветкой, можете в этом видео посмотреть. Эту орхидейку я перенесла на кухню. Ладно, буквально где-то 2 недели назад я утеплила свой подоконник, а ранее, ну, примерно где-то месяц она стояла на прохладном подоконнике. Еще можно, да, вот сослаться на то, что орхидейка, опять же, она на адаптационном окне стояла, на теплом окне. При дополнительной подсветке ничего не наращивала, перенесла на кухню. Сейчас у меня окна утеплены. И, ну, не хочет она никак, ни в какую. Единственное, что я ей давала в полив, это живу. И почему я убеждаюсь еще раз, вот даже здесь написано в том, что жива, вот почему-то она, ну, мне не подходит. Ее многие хвалят, а вот по мне она так вообще какой-то ни о чемный стимулятор, так скажем, просто 3 раза ее давала. И, но нету корней новых, абсолютно вообще. Вот как стоит на одном месте, так и стоит. Я ничем орхидею не пролечивала фунгицидом. Зачем? Для чего? Корневая система идеальная, корневая система мощная. Смотрите, насколько все у нее здесь здраво и хорошо. Вот, нарастила 2 листика. Хороших 2 листика. И хочу обратить ваше внимание вот на какой момент. Посмотрите, видите, у орхидейки маленько отличается лист, вот даже вот от этого листа, тем, что у нее есть вот такой налетик, знаете, какой-то голубоватый-беловатый. И вот на этом листу, ну, который изначально в магазине был, здесь вообще вот ничего нет. А вот этот лист, который уже новый нарастил, видите, налетик этот есть. И его трогаешь на ощупь, он как будто бы восковой. Ребят, это у орхидей бывает. И это естественно, и это природно, и это вообще замечательно. Потому что, когда у растения появляется вот этот восковой налет, это говорит о том, что орхидея здоровая, с прекрасным, отличным иммунитетом. Надо было вот мне видео сюда принести, увидела на некоторых своих орхидейках именно такой налетик. Вот он, сейчас на просвет хорошо видно. Если вы вдруг замечаете, ни в коем случае ничем не снимаете, ничем не убираете, ни водками, не лечите ничем. Это хорошо, это даже отлично, это показатель. Показатель здоровой орхидеи. Молодчинка, да, нарастила себе 2 листика. Ну и, собственно, на этом все. Больше ничего так и не хочет. Предпринимать к ней, ребят, по поводу удобрений, вот прям удобрения, я ни в коем случае не буду, потому что нет роста новых корней. Как только у меня орхидея начнет наращивать, только тогда я буду ей давать. Вообще в идеале, я всегда говорю о том, что принеся домой орхидею, вы единственно можете профилактировать их от грибковых заболеваний, такие как препараты, которые содержат Subtilius bacillus, биологический фунгицид, либо триходерму вириды, тоже в качестве профилактики. Но мне ничего не пришлось делать с ее мощной корневой системой. Стимуляторы роста я начала применять уже, вот купила в октябре, спустя лишь только 2 месяца. Я все это время выжидала, что будет рост, будет все нормально. Но не хочет. Вот ни в какую, вот прям не хочет и все. И насильно я ничего не собираюсь к ней предпринимать. Я всегда не стараюсь орхидеи из посадки в посадку. Но когда есть необходимость, то делаю. А вот прям вот это вот сидишь же здесь, да, и вроде бы тургор неплохие, лист сильно не морщится, и корешочки по чуть-чуть и наращивает. И зачем ее отсюда дергать лишний раз? Ну, не стоит. Я вижу, что ей здесь комфортно, ее все устраивает, так пусть здесь и сидит. И если стимуляция, даже вот 3 стимуляции я ей дала, и орхидея не хочет ничего наращивать, да и пусть сидит. Придет весна, и будет у нее все нормально. Я надеюсь, что корни она нарастит. И то же самое, ребят, я хочу сказать вам. Вы должны каждый свой шаг анализировать. То есть, если я вот к этой орхидее
изначально ничего не принимала, давала нормальную, спокойную, тихую адаптацию. Изначально они от садовника напичканы, чем только они там не напичканы, лишь бы они цвели красиво и пышно. Придя домой к вам, она обязательно должна отдыхать. Отдых прошел у нее 2 месяца. Все, смотрю, ничего не наращивает. Я решила ей, вот за эти 2 месяца, которые она ничего не наращивает, я стала думать, почему. Потом думаю, ладно, может быть тебе, ну, не хватает чего-то. Я ей дала аминокислоты, которые содержатся в живе 3 раза, как я ранее сказала. Мне помогло. Сейчас я опять сижу и думаю, почему? Стимулятор роста даю, но не хочет она здесь расти. Теперь я пришла на сегодняшний момент к тому, что при всех тех условиях, опять же, да, на окнах сейчас тепло, 2 недели, за 2 недели можно вообще прекрасно, идеально что-то нарастить, хотя бы один корешочек. Есть у меня такие орхидеи, что вот прям ставишь их на окна, а они уже все моментально за месяц, по крайней мере, но они хоть что-то себе, хоть один корень да нарастет, а это нет. И я пришла к тому, что у орхидеи, видите, мощная, вот прям действительно она мощная. Ее здесь много, огромное количество корней. И меня это сподвигнуло думать на то, что просто лишь-напросто не хватает пространства внутри грунта для наращивания корневой системы. Я помню вот одну из своих первых орхидей, которую мне убил клещ. Вот почему я его ненавижу, этого красного клеща. Мне дарил свекр такую красивую, чисто белую орхидею. Она цвела у меня постоянно. Если, ребят, вот хотите орхидею, которая будет цвести долго и постоянно вечно, прям чисто белая, обычная, стандартная, это называется королева всех орхидей. Покупайте обязательно. Она сидела, я ее пересаживала в то время в стеклянный горшок. Вот все. Там наросло вообще абсолютно все. И потом также я стала смотреть, что продолжительное время она корневую всю себе нарастила и закуклила. И нет новых корней. И только потом я опять же начала думать о том, что, видимо, пространства мало и просто, ну вот некуда корням уже дальше расти. Стеклянный горшок она порвать, конечно же, сломать его не может. Есть такое, когда переизбыток, и они начинают горшки трескаться, лопаться. Все, теперь, конечно, опять ничего к ней не предпринимаю, пусть стоит как и есть, жду весны. Когда сейчас наступит весна, как мы все знаем, просыпается все живое. И думаю, что если у этой орхидеи, дай бог, проснется корневая система, я ее пересажу. И опять же, если у нее корневая система, ну, весна, март, где-то примерно апрель и ближе уже к маю ничего не нарастет за 2 месяца весны, только тогда я ее начну пересаживать. По идее, вот такие орхидеи вот с такой мощной неактивной корневой системой пересаживать можно. Но это все равно, так скажем, рискованно. Лишь только потому, что новые корни, они же есть новые, они же растущие, активные, и в новой посадке они начинают продолжать свой рост, и орхидея практически не замечает пересадку. Жду, теперь жду весны и больше уже ничего по отношению к этой орхидее делать не буду. Вот такие бывают ситуации, когда эта орхидея тяжело больная и то нарастила себе новые корни, и то нарастила себе новые листья, а это идеально здорово, вот прям вот, ну ничего не хочет. И, конечно же, паниковать не стоит, не нужно прям дергать и постоянно что-то делать, ждем весны. Также бы, ребят, можно было предположить, что вот у этой орхидеи стресс есть такое, когда они продолжительное время ничего себе не наращивают, они уходят в глубокий стресс. Он провоцируется такими факторами, как транспортировка вообще от теплицы до магазина, там, ну вообще отовсюду, даже с магазина уже придя ко мне, это для орхидеи может являться также стрессом. И почему, когда мы в магазине покупаем орхидеи, а растущей корневой системы там нету? Потому что стресс. Придя домой и постояв какое-то время, так сказать, очухавшись после всего того, что с ней произошло, они уже начинают выпускать новые корешочки. Но у этой орхидеи рост листьев есть, и значит, она же растет, значит, стресса у нее никакого нет. Всем, ребят, спасибо большое за просмотр. Всем всего самого доброго. Всем пока.